Здравствуйте, друзья! В этом видео мы рассмотрим вопрос, который на протяжении многих веков беспокоил христиан. Он звучит так. Когда родился Иисус Христос? Мы знаем, что весь христианский мир отмечает праздник Рождества, то есть рождение Христа, 25 декабря или по старому стилю 7 января. Но на вопрос, а почему именно эта дата, ясного ответа нет. Да и не может быть, потому что в Библии нигде нет этой даты. Но разве Бог мог оставить без особого внимания это событие? Думаю, что нет. В Библии датами отмечены и менее важные события. И авторы Библии старались максимально точно привязать хронологию событий ко времени. Например, рождение и смерть царей, войны и многое другое. Поэтому предлагаю сейчас вам с верой Богу проанализировать Библию и увидеть, что Бог все-таки оставил для нас тексты, которые говорят о времени рождения Иисуса Христа, так как это очень важно для более точного понимания хронологии событий, связанных с рождением Сына Божьего. Давайте откроем первую главу в Евангелии от Луки. В ней евангелист описывает историю, когда священнику по имени Захария явился ангел, чтобы предвозвестить о рождении у его жены Елизаветы сына Иоанна. Это будущий предтеча Иоанн Креститель. И вот в первой главе 24 стиха записано: «После сих дней зачала Елизавета, жена его, жена Захарии, и таилась 5 месяцев и говорила: так сотворил мне Господь в дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять поношение между людьми», потому что она была бесплодна. И читаем дальше ключевой текст. «В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария». Обратим внимание на начало 26 стиха. В 6-й же месяц. Если не вдаваться в подробности, то этот 6-й месяц является 6-м месяцем беременности Елизаветы, так мы понимаем. Но как Лука мог месяц зачатия Сына Божьего приурочить к беременности Елизаветы? Тогда напрашивается вопрос, а в какой месяц зачала Елизавета? Какую точку отчета мы берем? Или что дает нам столь точная хронология, если все-таки ангел пришел к Марии в 6-й месяц беременности Елизаветы? Давайте рассмотрим другой вариант понимания этого текста. Представим, что в конце 25 стиха заканчивается повествование о Елизавете, и начало 26 стиха начинается как бы с красной строки. Тогда слова «в 6-й же месяц» являются началом другого повествования, даже более значимого, чем предыдущее. И тогда получается, что ангел явился Марии в 6-й месяц еврейского календаря, как и записывались в Библии в подобном стиле другие даты. Получается, что Бог красиво завуалировал месяц зачатия Христа. То есть ангел явился Марии в 6-й месяц, месяц Элул. А у Елизаветы, так совпало, был 6-й месяц беременности, как написано дальше в 36 стихе. «Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц». К слову, Мария после явления ангела с поспешностью пошла к Елизавете. То есть, когда Мария пришла к Елизавете, то уже была беременна. 42 стих Елизавета произносит: «Благословен плод чрева твоего». Теперь давайте эту версию датировок подтвердим из древнегреческих текстов, с которых и делали перевод на русский и другие языки. Попробуем перевести эти стихи. В 24 стихе, обрати внимание, 5 месяцев, минус пенде, записаны без артиклей. А в 26 стихе, 6-й же месяц, звучит так: то мени, то экто, то есть месяц 6-й. И заметим, что перед словом «месяц» и перед словом «6» стоят артикли «то». Что это значит? Это значит, что в первом случае используется исчисление времени. Сколько прошло времени беременности? 5 месяцев. А во втором случае артикли указывают на дату во времени. Когда приходил ангел Гавриил к Марии? В 6-м месяце. К сожалению, я не являюсь специалистом в древнегреческом языке, и поэтому использую проверочные методы, как в математике. Давайте теперь возьмем перевод Ветхого Завета с древнееврейского на древнегреческий язык
так называемый перевод Септуагинта, так как в Новом Завете больше я не нашел написания подобных дат. И также найдем два вида: исчисление времени и дата времени. Для первой формы возьмем, например, книгу Исход, 2 глава, 2 стих. Это когда мать Моисея скрывала младенца 3 месяца. На древнегреческом опять-таки написано «menos treis», то есть без артиклей, 3 месяца. Можете самостоятельно найти и другие варианты. А теперь пример для второй формы, как будет написание дат. Книга Бытие, 8 глава, 4 стих. «И остановился ковчег в 7 месяце». Звучит так: «Эн мени то эвдомо». Месяц 7, то есть то эвдомо. Написано с артиклем «то». Подобное можно найти в подавляющем большинстве и других текстов Библии. Хотя сделаю оговорку, что в некоторых написаниях дат перед словами не стоят артикли. Не знаю, с чем это связано. Если есть информация по этому поводу, то пишите в комментариях. Давайте подведем теперь короткий итог. Есть все предпосылки предполагать, что ангел Гавриил явился Марии в 6-й месяц от месяца Авив, то есть в месяц Элул. Если перевести на григорианский календарь, то это конец августа, начало сентября. Предлагаю дальше развить хронологию событий. Захария был священник из Авиевой череды, а мы знаем, что по жребию из 24 чред, которые поставил Давид служить при Скинии, череда Авиева была по очереди 8-й. Каждая череда служила пред Богом в течение 1 недели. Но в году 54 недели. То есть каждая череда служила пред Богом 1 круг из 24 недель, потом второй круг – это 48 недель, и оставшиеся примерно 5-6 недель, так как в то время использовали лунный календарь, служили по 1 дню каждая череда по очереди, пока не закончится год. Итого получается, что каждая череда служила в году минимум 3 раза. Что это значит? Это значит, что Захарий, ангел, явился в последний месяц, когда чреды по очереди заканчивали годовое служение. После слов ангела Елизавета в ближайшее время зачала. То есть в конце 12 месяца, начало 1, хотя у них было 13 месяцев, но в конце нашего 12 месяца, начало 1. И в 6-й месяц ее беременности был 6-й месяц еврейского календаря. Все сходится. Теперь нетрудно высчитать от даты зачатия Христа в 6-м месяце календаря, что Иисус Христос родился через 9 месяцев, а это примерно 3-й месяц года, месяц Сиван. Можно рассмотреть и другие косвенные подтверждения. Теоретически, так как Иосиф с Марией каждый год ходили на праздник Пасхи в Иерусалим, это записано в Евангелии Луки, 2 глава, 41 стих, то можно предположить, что они и в этот год планировали идти в Иерусалим. А тут еще и перепись объявлена. Мария была бы на 6-7 месяце беременности. Еще можно более-менее нормально передвигаться. Написано, что когда же они были там, то есть в Вифлееме, наступило время родить ей. Сколько по времени они находились в Вифлееме, до того момента, как Мария родила, мы не знаем. Но, думаю, не сразу она родила в тот день, в который пришли в Вифлеем. Может быть, и места не было в гостинице, не только из-за переписи, но и из-за праздников. В это время, пока они были в Вифлееме, как раз могли попасть на праздник Пасхи и Пятидесятницы. Это все личное предположение. Кто изучает Писание, тот мог заметить, что Бог некоторые факты в контексте не упоминает. Хотя в других текстах впоследствии то или иное событие дополняется. Христос мог даже родиться в дни праздника Пятидесятницы. Можно провести аналогию со шествием Духа Святого и рождением Церкви. Повторюсь, что это только мое предположение. И еще. Если Иисус начал свое служение в 30 лет, то выходит это на начало лета. Получается интересная хронология. Например, искушение в пустыне проходило не в зимний период, а в самый пик жары. Если вы заметили и другие совпадения в хронологии, то напишите в комментариях. Кто-то скажет: а зачем знать дату? Нужно просто верить. Да, согласен, что знание даты рождения Христа на спасение не влияет. Но хочу отметить, что познание Божьих Писаний, а в них и глубины интеллекта Бога, его граней, придает прочность моей веры, показывает боговдохновенность всех Писаний, учит нас быть внимательными ко всему, что написано в Библии. Поэтому, если вам была полезна эта информация, то не забудьте поблагодарить Бога за нее.
До новых встреч!